Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие маленькие чехольчики, кошелечки, зайки, крючком. Давайте рассмотрим поближе. Здесь вот такая застежка. Сверху ушками мы застегиваем, продеваем их в специальную петельку. Давайте на этом зайчике посмотрим. Также вынимаем ушки, и кошелечек открывается. Я приспособила их для хранения наушников, но я думаю, можно здесь хранить не только наушники, но какие-то маленькие вещицы. И также закрывается на замочек, чтобы ничего оттуда не выскакивало, не высыпалось. Так выглядят они с обратной стороны. Я украсила этого зайчика бантиком. Ну, давайте разберем, что нам понадобится. Ну, конечно же, основные нитки. Я буду вязать вот из такого толстого хлопка. Это нитки от Yarn Art Creative. В 50 граммах 85 метров. Это стопроцентный хлопок. Это белый зайчик у меня связан. Чем хорош этот проект, что мы используем все остатки пряжи. Этот зайчик вязала вот из ализе, такой пестренькой. Тоже осталось немножко, буду еще несколько зайчиков свяжу из этого моточка. Также понадобятся нитки для щечек, контрастные какие-то выбираем, подходящие по цвету. Пряжа для бантика носика, для вышивки. Крючком я вязала основной сам кошелечек 3,5 миллиметра, а щечки вязала 2,5. Ну, вы подбираете крючок, соответствующий вашей пряже. Также понадобится иголочка для пришивания щечек и для пришивания глазок, если вы будете использовать бусинки. Если у вас есть вот такие какие-то клеевые, тогда нужен будет клей, чтобы приклеить эти глазки. Но я использую такие не очень крупные, но и не мелкие бусинки. Ножнички. Ну, вроде бы все сказала. Как мы знаем, следующий 2023 год будет годом кролика. Я думаю, такие кошелечки будут хорошим подарком, таким дополнением, приятным маленьким сюрпризом и детям, и взрослым. Вязать его очень просто, быстро. Мы в этом видео с вами подробно разберем, как вязать такие кошелечки. Если вам понравились такие зайчики, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Так, этого мы пока закрываем ушки на макушке. Вот такие застежки придумались у меня в этот раз. Эти зайчики будут ждать пока своих друзей. Итак, берем нитку основного цвета. Эта нитка похожа на бельевую веревку тоненькую. Делаем начальную петлю, беру крючок 3,5 миллиметра. Набираем цепочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали и вяжем первый ряд. Во вторую петлю от крючка 1, 2, во вторую провязываем 2 столбика без накида, первый и сюда же второй. В следующие 4 столбика по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4. Подошли к начальной петле и в нее провязываем 3 столбика без накида. Для разворота первый, сюда же второй и третий.
развернулись. И теперь по второй стороне цепочки в следующие 4 петли провязываем по столбику без накида. Хвостик мы сразу обвязываем, чтобы потом не тратить время и не прятать его. Первый, в следующую петлю второй столбик без накида, в следующую петлю третий и в следующую петлю четвертый столбик. Подошли к петле, в которую мы провязали в начале ряда 2 столбика, и в эту петлю провязываем еще один столбик без накида. Первый ряд у нас готов. У нас получилось 4, 4, 3, 3, 14 столбиков в ряду. Хвостик можно отрезать. Мы его обвязали. Вяжем второй ряд. Будем вязать по спирали. И петли подъема мы не делаем. В первую петлю, в первый столбик без накида провязываем 2 столбика без накида. Первый. Давайте первый столбик в этом ряду мы отметим маркером, чтобы потом не промахнуться. И в этот же столбик провязываем второй столбик без накида, прибавочка. В следующий столбик также вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. В следующие 4 столбика по одному столбику, 1, 2, 3, 4. В следующие 3 столбика по 2 столбика. Тут у нас 3 прибавки идут. Первый, второй. В следующий столбик также 1, 2. И в третий столбик на развороте также 2 столбика, прибавочка. Следующие 4 по одному. И в последний столбик также делаем прибавку 2 столбика без накида. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 20 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. Маркер мы переставляем. В первый столбик провязываем 1 столбик. Помечаем также первый столбик в ряду. В следующий прибавка 2 столбика, 1 и сюда же второй. В следующий 1 столбик, в следующий прибавка 2 столбика. Далее в следующие 5 по одному, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка 2 столбика. Далее 1, в следующий прибавка. И снова 1, прибавка 2 столбика. Следующие 5 по одному, 1, 2, 3, 4, 5 и в последний столбик делаем прибавку 2 столбика без накида. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 26 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд.
Следующие 2 столбика по одному в первый и во второй, а в третий столбик делаем прибавку 2 столбика, 1 и сюда же второй. В следующие 12 столбиков по одному, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и теперь прибавка 2 столбика без накида первый и сюда же второй. И в оставшиеся 1, 2, 3, 4, 5, 10 столбиков провязываем по столбику без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Четвертый ряд у нас готов. У нас получилось 28 столбиков без накида. Вяжем пятый ряд. Первый столбик без накида. Не забываем отмечать столбики, чтобы потом не заблудиться. И в следующие, давайте в один столбик следующий, еще столбик без накида. Далее сделаем прибавку 2 столбика. В следующие 13 по одному. Давайте провяжем их и встретимся. 1. Провязали 13 столбиков и теперь прибавка 2 столбика, первый и сюда же второй, и до конца ряда вяжем по одному столбику. И в этом ряду у нас получится 30 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся в конце ряда. Пятый ряд у нас готов. Такая лодочка получается. Вяжем шестой ряд. В следующие 3 столбика по одному столбику, первый, второй, третий. Далее идет прибавка 2 столбика. В следующие 14 по одному. Далее прибавка, и в оставшиеся столбики провязываем по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. Итак, мы с вами провязали 6 рядов. Далее вяжем еще 6 рядов, но в оставшихся рядах мы прибавки больше не делаем. И в каждом ряду у нас будет по 32 столбика без накида. Я рекомендую также начало каждого ряда отмечать маркером. Вяжем по кругу 32 столбика, отмечаем, 32, отмечаем. Итак, вяжем еще 6 рядов. В каждом ряду по 32 столбика. Давайте провяжем вот на такую высоту самостоятельно и встретимся. Итак, провязали 12 рядов всего, и в следующем ряду будем делать убавочки. В следующие 4 столбика по одному, один, 2, 3, 4. И теперь делаем убавку. Каким образом? Вставляем крючок в следующую петлю, вытянули, вставляем крючок в следующую, вытянули, 3 петли на крючке, закрываем, сделали убавочку. Теперь следующие 14 столбиков по одному, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. И теперь снова делаем убавку. Вставляем крючок в следующий столбик, вытянули, в следующий столбик, вытянули рабочую нить, 3 петли, закрываем. И в оставшиеся петли провязываем по столбику без накида. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 13 ряд у нас готов. Все, саму голову мы уже закончили вязать. Сейчас будем провязывать ушки. Вот посмотрите, конечная петля у нас ушла почти что на центр головы. Нам как раз и нужно остановиться в этом месте. И сейчас будем делать ушки. Все, маркер можно уже убрать. Нам уже отмечать здесь не обязательно. Разворачиваем. Давайте сделаем воздушную петлю подъема. Развернули. И в последний провязанный столбик без накида провязываем столбик без накида вот таким образом. Вытянули рабочую нить, подхватываем рабочую нить, через одну петлю, 2 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, закрываем. У нас получился столбик без накида на воздушной петле. Далее вставляем крючок вот в эту воздушную петлю, которую мы сформировали сейчас. Вытянули рабочую нить, подхватываем рабочую нить, вытянули через одну петлю, через 2, второй столбик без накида провязали. Теперь делаем накид, вставляем крючок во вторую воздушную. Вот здесь у нас будет образовываться цепочка из воздушных петель. Вот во вторую уже петлю вставляем крючок, вытянули, 3 петли на крючке, через одну, подхватили через 3, провязали полустолбик с накидом. Далее накид, в третью петлю, вот 1, 2, 3, в третью петлю по цепочке вставляем крючок, вытянули, подхватили через одну. Таким образом мы формируем цепочку. И теперь провязываем столбик с накидом через 2, через 2. Итак, у нас столбик без накида 1, 2, далее полустолбик, теперь столбик с накидом, еще один столбик с одним накидом. Сделали накид, вставляем крючок в четвертую петлю. Вот у нас 1, 2, 3, в четвертую. Вытянули рабочую нить, через одну формируем цепочку, продолжаем. И теперь провязываем столбик с накидом через 2, через 2. Так у нас ушки увеличиваются. Далее вяжем столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида, вставляем крючок в пятую петлю, 1, 2, 3, 4, 5, в пятую, вытянули рабочую нить, подхватили через одну. И теперь довязываем столбик с 2 накидами через 2, через 2, через 2. Провязали столбик с 2 накидами. Далее идут 2 столбика с одним накидом. Сделали накид, следующую петлю вот вставляем по цепочке, вытянули через одну и довязываем столбик с накидом через 2, через 2. Теперь второй столбик с накидом,
через одну, через 2, через 2. Далее идет полустолбик с накидом. Сделали накид, вставляем в петлю, вытянули, через одну, через 3, полустолбик с накидом. Далее 2 столбика без накида, вытянули, через одну, через 2, и еще раз вставляем в следующую петлю по цепочке. Вот у нас какая уже длинная цепочка получилась. Вытянули, через одну, через 2. Все, вот такие длинные ушки получается у наших зайчиков. Так, теперь в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида, первый, и сюда же второй. В следующую петлю по цепочке также столбик без накида, накид, в следующую петлю полустолбик с накидом, закрыли 3 петли на крючке, накид, в следующие 2 по одному столбику с одним накидом. Здесь уже провязываем обычным способом. Так, второй столбик с накидом. Далее идет столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида, в следующую петлю провязываем столбик с 2 накидами. Накид, в следующую петлю с одним накидом, далее столбик с одним накидом, накид, в следующую полустолбик с накидом, закрываем 3 петли, и в следующие 2 по одному столбику без накида, первый, и в последнюю петлю второй столбик без накида. Все. Ушко у нас готово, первое. И в следующий столбик, вот мы же развернулись, вот в следующий столбик без накида соединяем с соединительной петлей. Вот так. Далее воздушная петля подъема. Так, ну давайте из этой же петли у нас будет ушко и выходить. Вставляем крючок в эту же петлю, куда сделали соединение, вытянули, через петлю, через 2. Первый столбик готов. Вот в образовавшуюся петлю провязываем второй столбик с накидом, без накида, то есть. Так, вот, вытянули, через 2. Накид, во вторую петлю 1, 2, во вторую провязываем полустолбик. Мы уже повторяем, у нас уже второе ушко вяжется аналогично первому. Накид, в третью петлю провязываем столбик с одним накидом, через одну, и теперь довязываем обычный столбик с накидом. Теперь второй столбик с накидом в четвертую уже петлю, через одну, через 2, через 2. Сделали 2 накида, далее идет столбик с 2 накидами, через одну, вот это не забываем провязывать через одну петлю, чтобы наша цепочка удлинялась. И теперь до конца доделываем столбик с 2 накидами, через 2, через 2. Так, ниточки у меня такие толстенькие, рассваиваются, так, все подобрать, через 2. Далее 2 столбика с одним накидом, через одну, через 2, через 2. Второй столбик, также с одним накидом, через одну, через 2, через 2. Далее полустолбик с накидом, через одну, через 3, и 2 столбика без накида, вытянули, через одну, через 2, и последний столбик вытянули, через одну, через 2. Все, ушко готово. В последнюю петлю 2 столбика без накида для разворота, в следующую 1 столбик, далее полустолбик с накидом,
2 столбика с одним накидом, первый, следующий второй. Далее столбик идет с 2 накидами, спускаемся вниз. Ушки у нас симметричные, низ и вверх. Можно подлиннее сделать, кому как больше нравится. Смотрите также по плотности вязания, по ниткам, какие вы взяли, что получается. Далее 2 столбика с одним накидом. Кому-то нравятся ушки подлиннее, кому-то покороче. Далее полустолбик с накидом и 2 столбика без накида. 1 и в последнюю петлю второй. Давайте сделаем соединительный столбик в следующий столбик. Вот что у нас получается. Вот такие ушки. Ну, как видите, они у нас немножечко на бочок идут. Мы сейчас обвяжем с вами рачьим шагом. Будем пятиться назад. Отсюда пойдем вязать слева направо. Обычным крючком вяжем справа налево, а сейчас будем пятиться. И обвяжем по кругу. И нам надо не забыть сделать петелечку. Вот такую петлю для застежки, куда мы будем вдевать ушки. Итак, затянули. И обычным рачьим шагом вставляем крючок в следующий столбик, вытянули 2 петли, провязали в следующий столбик, вытянули, провязали. Три сделали, 4. Теперь в следующую петлю 5. Здесь уже не особо важно пересчитывать. Так, сейчас хочу посмотреть, в каком месте нужно сделать петлю. Так, провязываем еще 3 столбика, останавливаемся. Так, 1, 2, 3. Сейчас еще. Угу. Нам нужно, чтобы наша петля была напротив ушек. Все, подошли. Вот так мы складываем пополам. Смотрим, ушки у нас как раз совпадают. Вот на этих 4 петлях мы их пропустим, у нас будет петля. Итак, набираем цепочку из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это наша петелька. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 вставляем крючок. 1, 2, 3, 4 пропустили. Продолжаем вязать обвязку рачьим шагом. За счет этого у нас и край такой более жесткий, лучше держит форму наш кошелечек, что мы делаем такую жесткую обвязку. Он как-то поплотнее краешек получается. И вот часто мастерицы применяют рачий шаг в своих изделиях. Именно для обвязки, для придания жесткости. Ну и какую-то декоративную также нотку это придает. Так. Я тут уже не считаю, сколько столбиков. Тут уже все видно. Итак, доходим до ушек сейчас. Сколько получится столбиков, столько получится. Но я вроде бы не прерываю, камеру не выключаю, поэтому можно пересчитать по видео.
Так, ну и давайте вот в последнюю, откуда у нас выходит ушко, также сделаем рачий шаг. Уж до конца тогда разворачиваем и вот сюда также сделаем соединительную петлю. Вот начало ушка сюда куда-нибудь. Вот так. Все, делаем закрепку. Можно ниточку отрезать. Мы с вами связали основную деталь. Сейчас спрячем хвостик. Все, затянули. Так, я беру сюда крючок потоньше и прячем, вплетаем с изнаночной стороны. Но сейчас делаю это все. Давайте померяем, как наши ушки проходят. Вот, посмотрите, как. Нам нужно сейчас будет украсить мордочку. Сейчас с вами свяжем щечки, пришьем глазки. И если хотите, я сейчас бантик свяжу, но украшать бантиком, не украшать, это вы уже сами решите. Вышьем носик такой. Я уже связала одну щечку. Вязать их очень просто. У меня ниточки немножечко потоньше, чем основные. И поэтому я буду их вязать крючком 2,5. Итак, делаем скользящую петлю. Одна воздушная петля подъема. И в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо, чтобы здесь отверстие у нас было закрыто потуже. И делаем соединительную петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6 в первый столбик без накида. Соединили. Вот так. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема. И в каждый столбик делаем прибавку по 2 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. В следующий пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, и 11, 12. Все, 12 столбиков у нас. Ниточку оставляем подлиннее. Хвостик мы им будем пришивать. И сейчас мы аккуратненько соединим. Вынимаем ниточку, вот так вытягиваем. Вставляем крючок в первый столбик под 2 ниточки. Вытягиваем рабочую нить. Вставляем крючок в серединку снизу вверх под последний столбик. Ну, это известный прием, чтобы у нас было ровненько все. И вставляем крючок в серединку вот этой петли. Ну, вот, для более аккуратного вида. Вот такие щечки у нас. Всю серединку можно еще затянуть. Немножечко покороче хвостик. Так, вставляем в иголочку и пришиваем щечки. Одну и вторую. При помощи иголочки.
Итак, наш зайчик готов. Ну, давайте украсим его бантиком. Оставляем хвостик подлиннее. Я крючок беру 2,5. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. В начальную петлю вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединяем соединительной петлей в начальную петлю. Первая половинка бантика у нас готова. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В эту же петлю начальную провязываем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и соединяем в начальную петлю. Вот так. Хвостик также оставляем подлиннее. Так. Сейчас мы намотаем вот так посередине, сожмем бантик, придадим форму бантика. И завязываем с первым хвостиком, который мы оставляли, на узелок. Все, бантик готов. Нам осталось только его пришить. Я вот у этого зайчика пришила его рядом с петелькой, чтобы он не мешал. Продевать можно посередине, прямо на лбу, можно сбоку, можно на ушке, куда хотите бантик. Этот я вот так прикреплю, сейчас его пришью. Также при помощи иголочки. Так, сейчас еще на узелочек один завяжу, чтобы он не распустился. Так, все, вставляем в иголочку и пришиваем. Вот такой зайчик у нас с вами получился. Как видите, вязать его очень просто, легко, быстро, интересно. Мне кажется, это будет хорошим подарком друзьям и близким на Новый год, ну и на любой праздник, или просто так, без повода, если сделать такой маленький сюрприз. Мне кажется, это очень приятно получить такого милого зайчика. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!